Очередной отчет. Прошло всего лишь 2 месяца с начала работ по Passat. Уже можно посмотреть. Под капотом места свободного нету. Сначала была мысль поставить здесь еще одну батарейку, но эта мысль осталась нереализованной. И в принципе все достаточно по делу. Печка, вот газовый баллон с мультиклапаном, вот редуктор таким образом приспособлен. Здесь будет соединение трубочкой для газа. Вот установлена бобина, система розжига. Вот так уже выглядит печка. Здесь у нас это будет блок зарядных устройств. Сюда влезут флетпеки вторые, 6 штук, нет, 8 штук. Будет вставляться вот с этой стороны, вот один вставлен. Здесь будет стоять CarPC. Мы уже подсоединили патрубок высокого давления ГУР. Было собрано из 2 шлангов. Один шланг ваговский, второй шланг с Peugeot 307. Была опрессована, вот опрессовочка. С той стороны такая же. Вот у нас установлен вакуумный насос электрический, тоже ваговский. И датчик абсолютного давления. ЖМовский. Используется на Ланосах, да на многих машинах используется. То есть вот так выглядит под капотом сейчас. Вот так поднимаются блок зарядных устройств. Будет сделана еще подпорка, чтобы можно было поднять. И, собственно, доступ к Куртису и к другим узлам удобный. Проложено 2 трубы технических для проводов, для всего прочего. Врезано в ящик. А, да, вот отверстие, по которому
здесь настроено. Здесь, да. И где труба идет? Труба. Вот она идет. И ты ее вот тут к краю, трубочку вот здесь к краю. Шандарашишь и одеваешь. И все. Ну да. Юра, видел, ну? Да. Ты снимаешь. Поехали. Установлена ваговская защита. Было всего лишь 5 отверстий, которые мы заделали. Вернее, Андрей заделал. Вот установлен выхлоп на печку. Сейчас постараюсь это дело показать. Там стоит труба гофра. Хитро вот так согнуто. Сама гофротруба из нержавки. Вот она лежит. Стоит 600 гривен. Чуть жаба не задушила. Так, вот теперь как это все дело выглядит снизу. Защита позволит защитить от брызг подкапотное пространство, ну, насколько это возможно. То есть залеты будут, но их будет не так много. Вот, собственно, заливная горловина для газа. Заправочная горловина для газа. Достаточно удачно, по-моему. Это заливная горловина. Чтобы вы понимали, это стационарная вилка. Почему вилка? Потому что если вот эта часть была бы с другой стороны, то, взяв удлинитель, мы бы, и включив его в розетку, мы бы получили на вот этих контактах 380 вольт либо 220, в зависимости от ситуации. Это было бы опасно. А так мы имеем с той стороны переносную розетку и втыкаем ее в стационарную вилку. То есть это безопасно. Здесь-то напряжения точно нету, потому что подключено через зарядное устройство к батарее. Можно пока разобрано показать, как устроено. Вот такая штука.
То есть здесь будет врезана трубка с этой стороны, которая уйдет внутрь багажника. Заходят две трубки технологических, которые проложены под днищем в туннеле. Через них будут просунуты провода сигнальные и силовые.